сначала самое главное. Если вы русский турист, вы собираетесь приехать в Солсбери, чтобы посмотреть на шпиль собора Солсбери, покупайте билеты заранее онлайн, потому что иначе на шпиль Солсбери вас могут и не пустить, потому что очень популярное место, очень много желающих, и билетов в день посещения может и не быть. Довольно редко я уезжаю с Ватерлоо на каком-нибудь поезде. Сегодня вот как раз такой день. Если вы собираетесь выбраться за город в Англии, то путешествие можно особо не планировать, потому что здесь очень большая плотность всяческих достопримечательностей. Можно просто выбрать любую точку на карте, куда можно добраться на поезде, приехать туда, и гарантированно там будет как минимум паб, скорее всего какие-нибудь римские развалины и какой-нибудь замок. И с этими вещами уже можно очень неплохо провести целый день. Поэтому как-то так получилось само собой, что за все 5 лет в Британии я так и не видел Стоунхендж, я так и не был в Виндзоре, не посмотрел на дворец, замок королевы. И я так и не добрался до Солсбери, чтобы посмотреть на самый высокий кафедральный шпиль в Англии. Пора это исправить. В общем, тут на самом деле Стоунхендж совсем неподалеку. Нигде я не был, ничего не видел. Сегодня смотрим Солсбери. Погода очень странная. Вроде бы солнце, но одновременно дождь, и еще нам обещали шторм. Шторм, ну, он так трясет деревьями, да. Пойду найду где-нибудь завтрак и кофеечек. Какое-то у них уже тут сплошное Рождество. Все, теперь с новыми силами на штурм кафедрала. Вот такие вот средневековые врата. Обратите внимание, на каждом древнем камне можно найти древние нацарапанные какие-то буквы и цифры. Знаменитый шпиль Солсберского кафедрала. Давайте узнаем, сможем ли мы забраться на его вершину. А также витражи. Мне кажется, я нашел VIP-зону кафедрала с именными сиденьями. Помимо своих масштабов и средневековых красот, в соборе можно еще найти одну из 4 оставшихся реликвий под названием Магна Карта. Магна Карта — это такой средневековый документ, которому уже что-то около 1000 лет. Его написал король Британии тогдашний, у которого дела пошли как-то очень плохо. Он проиграл там войну с Францией, одну из многих. И ему пришлось написать впервые за всю написанную историю человечества, написать документ, в котором он гарантирует
некие права гражданам своей страны. Поэтому Магна Карта очень уникальный документ, он существует, ну, как бы существует в многих экземплярах, но как бы самых главных из них 4. 2 из них в британской библиотеке, один из них в кафедрале городка Линкольн, и один из них находится в Солсбери. Оригинал, написанный от руки, что-то около 50 часов потребовалось, чтобы его написать на овечьей коже. Фотографировать и снимать его нельзя. Мне кажется, я упускаю селфи opportunity. Их тут, кстати, 2. Вот это для взрослых, а вот это поменьше для детей. Можно сделать семейный портрет. В общем, конечно, невероятно интересное место. Самое главное, вход, в общем-то, бесплатный. Можно только donation как бы закинуть, если есть. Если нет, полностью бесплатный. В башню теоретически можно пробраться, но, к сожалению, туда нужны билеты. Чтобы купить билеты, их нужно покупать заранее. На сегодня все распродано. Дроном сегодня тоже не полетать. Шторм бушует. Вообще, должен сказать, в Салисбури все очень миленько. Главное, погода отличная, несмотря на безумный какой-то ветер. Знали ли вы, что все британские законы принято записывать на пергамент? Пергамент, который делается из кожи разных животных. Бумага тлеет, пергамент он на века. Двигаю назад в город и потом, может быть, на автобус. Врата-то эти, кстати, закрываются на ночь. Местечко называется Башня Сарона. Нет, называется Старый Сарум. То, что мне очень нравится в Британии, это то, что здесь кругом разбросаны какие-то куски истории. Там 1000, 2000 лет, 5000 лет, неважно. Везде можно наткнуться на какие-то остатки древних цивилизаций, какие-то артефакты. Причем этого всего настолько много, и все это настолько плотно на каждый квадратный метр, что куда бы ты ни поехал, везде что-то такое найдется. Вот, собственно, в Солсбери я тоже не ожидал, но вот наткнулся на некий такой место под названием Старый Сарум. Место, в котором похоже, что обитали древние цивилизации уже последние 5000 лет. Ветер очень сильный. 10 минут на автобусе из центра Солсбери вы оказываетесь в центре, в центре, в такой британский countryside. Кусты, поля. Сейчас овец найдем, может, ягод каких-нибудь. Не совсем я уверен, съедобно это или нет. Ну и самое главное, древние развалины. Там были и кельты, и римляне, и британский король там какое-то время жил, построив свой замок. Сейчас там ничего, конечно же, не осталось, только такие развалины, но каждая развалина очень аккуратненько подписана, и теперь за вход туда берут деньги. Вход на древнюю развалину не бесплатный. Пока что все это очень сильно похоже на Белозерск, только без озера. Ну, ров такой внушительный, да. Виды, конечно, отсюда открываются потрясающие. Многочисленным просьбам в поле с британскими овечками. Двигаем внутрь цитадели. Вот это вот первый вал, вот это вот яма, и вот это вот второй вал. Сейчас узнаем, что там внутри. Ну, такая большая зеленая поляна и развалины, или даже сказать остатки развалин. Развалины.
эти вот камни, это все, что осталось от древнего кафедрального собора. Не могу сказать, что я прям такой фанат изучения истории, но в Британии это все гораздо интереснее, потому что эта история прямо перед тобой присутствует такими кусками, к ним можно подойти, можно историю потрогать рукой. И все гораздо интереснее, когда можно это потрогать или, может быть, даже съесть. Кажется, мы все-таки забрались на вершину всего этого холма. Здесь когда-то был королевский замок. Королевского замка уже где-то 1000 лет здесь нету. Зато отсюда отлично виден все остатки кафедрального собора, а также масштаб. Кафедрального собора здесь тоже уже 1000 лет как нет. Развалины старого Сарума. Поесть юбилейных печенек да попить чайку на вершине этого британского исторического памятника. Так что да, приезжайте в Солсбери, всего 1,5 часа каких-то на поезде из Лондона, и вы уже в такой глубинке британской, посреди истории, и всегда можно пойти посмотреть на шпиль. Буквально в 2 шагах здесь на самом деле еще дроп-зона. Здесь можно прыгать с парашютом. Прыгать с парашютом с видом на Стоунхендж и Старый Сарум. Спасибо за то, что вы смотрите эти ролики. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Я обязательно все это прочитаю и отвечу. Полноценное викторианское чучело кошки.